Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Значит, Россия идет своим путем. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Но ее, конечно же, нужно интегрировать. А мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих граждан? Ответ очевиден, конечно, нет. Дело в том, что международные нормы права и международные договоры имеют приоритет над российским законодательством. Это положение прямо прописано в нашей Конституции. Такой, по сути, колониальный статус был навязан России в начале 90-х. Законы тогда писались на гранты западных стран. А это был путь, который был сопряжен такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право. Поправки Конституции, принятые в 2020 году, создали условия для дальнейшего формирования независимого, суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции без поучений и вмешательства любых внешних сил. Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране. Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ – это самый простой народ, простые граждане. Вот это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники. Вы знаете, вот вся логика происходящих событий, ведь она что показывает? Люди поняли, что происходит, поняли, что пытались с нами сделать, как бы красиво это не выглядело, и как бы на покровительственно не похлопывали по плечу. И именно с этим связана такая необычная, я бы сказал даже, консолидация российского общества. Именно с пониманием, в чем заключаются кардинальные стратегические интересы страны, в укреплении ее независимости, самостоятельности, суверенитета. Сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию, что такое суверенитет для нашей страны. Это одно из ключевых, жизненно необходимых основ развития России и ее существования в будущем. Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Именно народ и только народ России является источником власти в нашей стране. Уважаемые граждане России, просьба участвовать в национально-освободительном движении в тылу, потому что это не менее важно, чем здесь бороться на фронте. Необходимо участие каждого гражданина России по возможности в нашем патриотическом движении. И Родина, свобода, Путин!